Житель умер от депрессии. Мы его хороним. Ахаю, ребятки! Сегодня у нас будет критика на мини-фильм «Другая». Автор добровольно согласился на критику. Ну что ж, начнем. Интро длится 12 секунд. Это, конечно, не самое важное, но лучше сделать его покороче, потому что это немного отбивает желание смотреть мини-фильм. На фоне играет музыка со словами. Это значительно отвлекает от сюжета. Лучше на фон ставить музыку без слов и приглушать ее так, чтобы она не отвлекала внимание. Также лучше ставить музыку, подходящую под момент, на тревожную, на спокойную, спокойную. Не было никакого дисклеймера. Это тоже ошибка. Всегда лучше предупреждать о важных аспектах в вашем сериале или мини-фильме, таких как мигающий свет, кровь, пугающие моменты и подобное, ведь это может шокировать зрителя. Ни в описании, ни в комментариях нет жанров мини-фильма. Указывайте их, ведь некоторым людям не нравится, например, романтика, а некоторым фэнтези. Приступим к визуальной части мини-фильма. Обложка. Текст сливается с фоном, его трудновато разобрать, особенно с маленького экрана. Лучше будет, если текст сделать светлым, он не будет сливаться с фоном. Все остальное в обложке довольно красивое и завлекающее. Ах да, мини-фильм, если его можно так назвать, длится всего 3 минуты и 16 секунд. Мини-фильм на то и мини-фильм, что должен быть короче фильма, но длиннее хотя бы 10 минут. Белый текст на полупрозрачном черном фоне уже давно всем надоел. Экспериментируйте, рисуйте фоны для текста, как в этом играх. Берите шрифты из программ, придумайте свой стиль. Это будет сложнее, но результат будет привлекательным. Вернемся к видео. Текст появляется на весь экран в огромном количестве. Это выглядело бы лучше, если бы автор разделил текст на предложения и вставил бы их на короткое время. Да, пришлось бы заморочиться, продлить сцену, делить текст, но результат был более привлекательным. Когда главный герой, Джек, переходит из одной локации в другую, последние первые кадры тормозят. Это выглядит некрасиво. Сделай отдельные кадры без Джека, чтобы их замедлить, или вообще не замедляй. Запомните момент стальной жертвы. Почему он сразу ее не убил? Ее убийство даст Джеку 1 миллион. Это большие деньги. Огромные. Мы видели его реакцию на сумму. Не думаю, что обычный человек передумал был только из-за того, что увидел девушку, сидящую на крыше. Разве он за всю свою жизнь не видел человека, который не хотел жить? Или он очень впечатлительный? Вот именно. Вы тоже режете вены в темном лесу ночью одни? У нее отсутствует инстинкт самосохранения. Любой другой человек хотя бы удивился тому, что он находится в незнакомом доме. Так она умеет телепортироваться. А откуда у нее такие способности? Почему? Это фэнтези? Это фантастика? Или просто суперспособности? Возможно, не только она умеет телепортироваться. Есть ли другие способности в этом мире? Так много вопросов и так мало ответов. Зачем? У нее проблемы с семьей. У нее нет семьи. У нее нету дома. Холодный, депрессивный персонаж с псевдомилым дурачком внутри – клише. Клише не всегда плохо, но это относится к плохим. Они же понимают, что в огромной опасности. Джек не выполнил важный по сумме заказ, да еще и живет вместе с человеком из него. Убийцы и так в опасности. Их могут посадить, убить и еще что-нибудь похуже. Никакой настоящий наемник не стал бы заводить отношения и подвергать вторую половинку опасности. Однажды, вступив на дорожку убийцы, назад не вернешься.
Подводим итоги. Персонажи не раскрыты и не прописаны. Мини-фильм нереалистичен, но несмотря на это, скучный. Смотреть его или нет, решать вам. Ну, а на этом все. Пока-пока.